Вчера я провел прямой эфир. Спасибо всем, кто пришел. Я люблю писать в переходное состояние, когда день тает, но вечер еще не наступил. Писать нужно быстро, уверенно, торопясь ухватить исчезающее состояние. Мне это очень нравится. Работа получилась такая, как получилась. Одно из решений я оставил на холсте, пока ничего не переделал. Возможно, еще что-то трону. Но ход работы вам был показан. Галина Мар, спасибо, Вячеслав, за вчерашний эфир. Для меня было много открытий, но что особенно впечатлило, это стремительность вашей работы и огромное количество затраченных сил. Это ощущалось прямо физически. А результат, как всегда, прекрасен. Спасибо вам. Спасибо еще раз. Как вы так увидите и почувствуете, реальную работу художника действительно дорогого стоит. Но ради этого я и задумал прямые эфиры, показывать, как все это вот создается по-честному. Когда я переписываю, уточняю, изменяю, то есть работа находится в движении. И в какой-то момент ты останавливаешься и понимаешь, что вот, достаточно, все сказано. И тогда зритель может ощутить движение в холсте, движение живописи. Мне очень нравится эта формулировка. Не помню, кто сказал, что нужно писать так, чтобы зритель почувствовал, что художник отошел кофе попить. Сейчас он вернется и будет доканчивать, будет еще продолжать. Вот это состояние оставить. Спасибо большое, Галина Мар, за ваши теплые слова. Будем продолжать это дело. И буду писать разные работы. Татьяна Ф. Как вы относитесь к приему набрызга краски на картину в завершении работы над ней? И любое обобщение, хулиганство, я за это, лишь бы это было уместно и ничего не портило. Не только набрызги, а можно просто вот уже готовое, все написано, ты раз куда-то счищаешь, добавляешь какую-то каплю, я не знаю, что-то льется, какие-то пятна. Главное, что художник мыслит по пятну, и композиционно он решает, вот здесь это пятно там не завершено, не хватает еще какой-то там поддержки цветовой или композиционной. В общем, ты находишься все время в решении композиционных задач. Ты формируешь, создаешь композицию, включая там набрызги это или набрызги. Может, валиком там что-то прокатать, я не знаю. Бато иногда берет целлофан, пленку пищевую, наматывает на руку и шлепает ею. Он же мыслит как композитор. И все художники, которым близко не прямое списывание, а вот какое-то такое творческое начало, меня поймут. Набрызг краски, у меня первая ассоциация возникает с этим явлением, как парикмахер, он все там вылизывает, а потом вот так вот, и все готово. Марина Урванцева, что вы смотрите на Ютьюбе или только выступаете? Почему же, смотрю. Джаз-кафе, например, включаю, музыка у меня играет, или какие-то, я не знаю, шаде, что-нибудь еще такое красивое. И потом все, что развивающее, мне много чего интересно. Все, что касается человека, его настоящей истинной красоты, меня очень интересует. Я не буду расшифровывать, что именно, потому что этих материалов огромное количество, и у каждого свои приоритеты. Я изучаю много чего. Фильмы смотрю редко, но если есть уж какие-то достойные, вы мне рекомендуете в нашей команде. Какие-то бывают комменты, что посмотреть. И спасибо вам. Я очень рад тому, что у нас есть такая палата, команда, в которой мы общаемся и делимся какими-то новостями. Друзья, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Код QR на экране. Отличные фигуративные акварельные наброски, великолепно сделанное обобщение и упрощение, доведенное до такого чувства мощи, словно сделано одним мазком на вдохе и выдохе. Вот только неужели модели были в чулках и с бантами на шее? Выглядит модель на рисунках, на мой взгляд, из-за этого неприлично, аморально. Вы, Вячеслав, возможно, и желали бы
чтобы возникали соответствующие ассоциации. Не знаю, какие у вас ассоциации. А у меня их нет попросту. Мне просто кажется, что это красиво. Честно, вот это аморально, морально. Я смотрю дальше. Ну да ладно, ассоциации возникли у вас, Джордж, и возникли. Не подумайте, что я только что я моралист-консерватор. Сноб-эстет против гротеска. Модель, конечно, могла быть и в трусиках, ритузах, в чулках на подтяжках. Только эти детали на что намекали, о чем говорили. Не знаю, просто Инна такая модель есть. Она пришла в студию, куда я хожу на наброски, и предложила вот эти аморальные, неприличные аксессуары надеть. Все сказали давай. Ну и с большим удовольствием поработали. И всем понравилось. Не все ж обнаженку-то без труселей и лепить почем зря. Ну, рисовать имеется в виду. У меня есть одна картина «Красотка Мэри». И как-то у меня была выставка, ну, Чертановская в каком-то там, вот в галерее. И мне галерейщица вот этой сказала, конторы, сказала, нет, это нет. Тут вообще нет, ни в коем случае. Пришлось это снять с выставки уже прям. Теперь я больше там не выставляюсь, хотя она звала. Но я спросила, а почему нет? Она говорит, здесь дети ходят. И я говорю, и что же вот дети видят? Сидит девушка в чулках. И что? Представляю, что дети думают, когда смотрят на работу Тулуза-Лотрека. Невероятно. Мне кажется, запретить это все к чертовой матери нужно. Всех этих Лотреков. И мои работы все тоже вот акварельные, с чулками особенно. Не пойдет. Да. Лучше чулки снять, бантики, перчатки всякие, ошейники. И просто по-честному, голиком. Более того, у меня есть работа «Пропущенный звонок». Она вызывает какие-то тоже сильные соответствующие ассоциации. У большинства там вообще что такое? Дама в ботфортах таких стоит. Была недавно персональная выставка, ее тоже не всегда показывали народу. Только, значит, когда кто-то приходил, кому можно показать. Но вот сейчас я ее и еще некоторые аморальные картины отправил в Санкт-Петербург. Надеюсь, что вы их, те, конечно, кто в силах это переварить, увидят. Может быть, в закрытом зале. Там есть один такой зальчик закрытый. Так что с нетерпением жду открытия. Оно будет 5 декабря в 17 часов в галерее живописи 20 века. Я все эти дни запаковывал работы, вышло 180 примерно работ. Так что приезжайте в Санкт-Петербург. Увидимся там. Жорж, приезжайте и вы. Сфотографируемся, кстати, вместе на фоне какой-нибудь неприличной работы с чулками, бантами, ритузами. Ну, на память. Не судите меня строго. Я люблю жизнь такой, какая она есть. А она совершенно разнообразная. И мне интересно ее показывать с разных сторон. Мы живые люди, и в нас возникает чувство, буря эмоций. И эта буря растит нашу душу. Джордж, когда нравится произведение других художников, влюбленность в их творчество, это здорово. А как, по-вашему, надо любить свои работы? Этюды, картины, рисунки, только умиляться ими и не видеть недостатки, огрехи, ошибки, что они невыразительны? Другими словами, надо ли к своим работам относиться с жесткой критикой, к себе быть требовательным и самокритичным? У меня на сайте, Джордж, написано следующее. Сейчас прям открою сайт. Я слишком несерьезно отношусь к себе, бесконечно серьезно отношусь к живописи, достижению мастерства. Ну разве это не сумасшествие? Я еще бы добавил, что я бесконечно критически отношусь к тому, что я делаю, поэтому-то и поправляю все время работы. Они вот у меня висят,
все время меняется мое видение, и я все время их доулучшаю. Помню о том, что это рискованно, но я ничего не могу с собой поделать. Если я вижу, что что-то не так, ну, меня коробит, и я начинаю улучшать. А к другим я не отношусь так критически, потому что понимаю, что у каждого свой путь, он довольно-таки сложный, и я готов, понимая это, многое прощать. Анна Иванова. Когда вы пишете фигуратив акварелью, вы тоже сначала пишете пятна, а потом контур, как в темпере, или наоборот. Покажите, пожалуйста, часть процесса. Уже их столько показано, этих частей процесса. Просто плейлист наберите, у меня посмотрите на канале, разные есть плейлисты, и в том числе, ну, живопись акварели, прям там миллион. На работу темперы смотрю, как на завороженные, но есть и акварельные. Я хочу пригласить в прямой эфир модель, чтобы пописать акварелью, только не знаю, как быть с обнаженной. Это же YouTube. Ну, что-нибудь придумаю, потому что камера может, кстати, фокус поймать на моей работе, а модель быть не очень в фокусе, а вам будет видно, ну, как бы очертания, и все-таки, мне кажется, идея хорошая, ее нужно сделать. Так по-разному пишу акварель, и контур все-таки не сразу появляется. А вот по пятну как-то заложить, какие-то углы, направления больших блоков, да, тела в пространстве, а потом уже где-то уточняю. Второй этап можно уточнить, это где-то контуром пройтись, где-то. Но это сложный процесс довольно-таки. Я лучше вам покажу, а то, что есть у меня на YouTube, вы посмотрите. Много найти. Покопайтесь в плейлистах на эту тему. Живопись в процессе или как-то еще там называется. Ну, просто посмотрите, ленту прокрутите, и вы увидите. Там картинки есть. Друзья, еще напомню про акцию у меня в онлайн-школе на 3 позиции, на 3 натюрморта. И один, кстати, с коньяком. Скидка 50%, еще 2 дня держится. И там есть обратная связь, возможность проработать какую-то тему и на эту тему прислать мне на разбор работу. Так что посмотрите на сайте информацию об этой акции. Друзья, спасибо вам за вашу активность. Продолжайте ее каждый раз. И не скупитесь на лайки. Это, в общем-то, помогает продвижению канала. Я в этом очень заинтересован. И благодаря вам все это живет и продолжается. Предлагаю посмотреть вам сейчас еще один ролик. 471. Называется «Доверие глазу». Пока.